является одной из самых страшных и мистических мест во Франции. И вот именно в этом месте Арне угораздило родиться. Порой упоминал именно насчет параллельных миров, что он мог вызывать друзей из параллельных миров. Возможно, что со стороны это выглядело так, что в песочнице или где-нибудь там на дороге пыльный, песчаный сидел Арне и разговаривал с кем-то, а со стороны это было просто непонятно, с кем он разговаривает. Но в его видении он четко ощущал вот этих своих друзей. Он путешествовал, он очень много путешествовал, и невероятно много денег он сливал на путешествия. Например, он именно выбрал этот город, но выбрал его по определенным причинам, потому что он состоял в некоторых кланах, секретных кланах, которых его приглашали, ему нужно было частенько проводить, и это именно базируется в тех регионах. Как мне объяснил Арне, это может каждый. До определенного уровня дойти может каждый, а вот дальше уже есть сильные ситхи. Есть, например, ситхи, которыми сложно овладеть, это, например, работа со временем. Вот это то, что он мне объяснял. Вот если ты почувствуешь время как реку, которой ты можешь менять направление, ты начнешь управлять временем и сможешь посылать мысли в то или иное направление, то есть, соответственно, в будущее или в прошлое, самому себе или другим людям, соответственно, как какие-то сигналы. Это в его понимании было путешествие во времени. Эрнст, не могу не спросить, вот вы сказали, что Арне находил мистиков, находил практиков, которые, скорее всего, обучали его чему-то. Из этого у меня вытекает два вопроса. Вопрос первый, как он это делал, да, как он именно на них выходил. И вопрос второй, кто были его учителя? Я помню, вы рассказывали про учителя из Китая, из Тибета, по-моему, да, потом, скорее всего, еще кто-то был, хотя бы в общих чертах, вот то, что можно рассказать по этой теме. Учителей у него было вот серьезных 5 учителей. Китайский, Тибет это же Китай, то есть, в принципе, это тибетский и китайский учитель одно и то же. Один был учитель очень сильный из Индии, который посвящал его в тайны чакр, действительно в устройство чакр. Не просто что это, а вот зачем это, откуда это пошло. Если человек понимает истоки, он может с ними работать. 2 учителя было из Америки, и если не ошибаюсь, один был очень сильный из Франции. Это все участники определенных закрытых кланов, которые некоторые принадлежат к масонским, некоторые принадлежат к иллюминати, но они, знаете, они очень часто даже пересекаются между собой, они очень часто меняются знаниями. И, кстати, вот если, например, я говорю, что иллюминати, это не значит, что они там делают какие-то вещи, которые принадлежат, то есть они просто вхожи в эти кланы. И частенько даже они, может быть, ничего там и не демонстрируют. А как он на них выходил? Данила, вы знаете, вот вы сейчас меня поставили в тупик, а я не знаю, как он на них выходил. Дело в том, что это как 2 магнита с разными полярностями. Они просто тянутся друг к другу. Вот как я вышел на Арне, абсолютно случайно. Я на самом деле не такой человек, который любит разговаривать с посторонними, с незнакомцами, а вот к Арне меня просто потянуло. Мне показалось, вы знаете, вот когда я его увидел, мне показалось, что если я сейчас не подойду, я потеряю очень многое в этой жизни. Вот, наверное, также его тянуло к нужным учителям. То есть вот эти события, быть в нужном месте, в нужное время, это же не случайность, это закономерность, которая прописана выше. И вопрос в том, умеем ли мы ощущать эти знаки, идем ли мы по этой дороге, которая нас ведет непосредственно к тому месту в это время, чтобы мы встретили нужного человека. Вот это уже дар. Уметь ощущать этот голос сверху, который тебя ведет. И он его умел ощущать, поэтому он был всегда там, где ему нужно было быть. Получается, да, раз это кланы, в принципе, я знаю, о чем мы говорим, но это вот больше для тех, кто для слушателей. Раз мы говорим о кланах, которые обучали Арне, к примеру, левитации, как такое вот самое интересное для большинства, то выходит на сегодняшний день в мире, скорее всего, довольно много тех, кто умеет левитировать. Я прав? Я не считал, но когда я спрашивал, вот подобный вопрос задавал Арне, он сказал, что это было в каком году, давайте вспомним. Это где-то было порядка 2010 года. Я спросил, много ли людей. Он сказал, порядка 1000. 1000 людей, которые он четко знает, что они что-то действительно могут. Что они что-то... И вот, если мы посчитаем,
2010 год, уже население Земли порядка 7 миллиардов тысяч. Это крайне мало. А знаете почему? Потому что всегда все шло от учителя к ученику. Вот не было этой массовой распространенности. И уже перед самой смертью Арне, мы сидели, я помню, он уже лежал, он уже не мог сидеть, ему было очень плохо. Он спросил меня, что я буду делать после его смерти. Я сказал в шутку, обучать людей. И он сказал, как ты собираешься обучать, как я? А я ему, знаете, я ему в шутку сказал, как Брюс Ли. Ведь Брюс Ли, он на самом деле вынес Винчунь на массы. То есть до этого он обучался, в принципе, в маленьких, то есть всегда были обучения в таких, знаете, закрытых клубах, то есть школа 2-3 ученика и мастер, 2-3 ученика, мастер. А вот именно Брюс Ли, он вынес это в массы, он сделал огромные школы. И он улыбнулся, я помню эту улыбку, и он сказал, ну что ж, будь Брюсом Ли. И ладно, давайте сменим тему. Ну, в общем, как-то так это все было. Так, сейчас, Эрст, я что-то такое в тему спрошу после этого. А что спросить сейчас можно, чтобы красиво было? Сейчас, секунду. Ну, спросите, например, куда мы путешествовали, то есть какие были вообще самые интересные места, куда я его сопровождал. Потому что я его не по многим местам на самом деле сопровождал. Я был с ним буквально в 5-6 путешествиях. Мы в Азию ездили. Ну, хорошо, спросите, я расскажу. Хорошо, Эрнст, а расскажите, пожалуйста, в какие места путешествовали вы вместе с Арне? Вот такие самые интересные, самые запоминающиеся, может быть, путешествия, самые запоминающиеся встречи с какими-то, может быть, да, необычными людьми, необычными событиями? Ну, однажды я сопровождал Арне во Францию, я с ним был во Франции, мы с ним были на его родине. Он хотел увидеть свой дом, но, к сожалению, на этом месте дома уже не было, там сейчас находится какое-то фермерское угодье. Однажды мы с ним были в Китае, но опять-таки в Тибет я не осмелился поехать, потому что я не был настолько подготовлен, чтобы ехать. Я его довел до определенного места и сказал, что я встречу его, когда он вернется. Потому что этот мастер находится довольно высоко в горах, к которому он ехал. И я не пошел, потому что там была, во-первых, была очень сильная энергетика, во-вторых, там тяжело уже дышать. Как Арне находился на такой высоте и нормально дышал, он, по-моему, находился порядка 7 или 8 дней. У нас с ним была связь, там, в принципе, связь у них, знаете, такая особенная. Когда человек находится высоко в горах, там нет сотовой связи, там есть какая-то космическая связь, какие-то телефоны, которые очень дорого стоят, звонок. Это я помню. Он мне говорил, что все нормально, вот мы с тобой тогда-то встретимся. Однажды мы с ним были в Таиланде, но в Таиланде в таком, в котором он в определенные монастыри ездил. Он очень любил, знаете, у Арне была очень интересная теория. Арне всегда считал, что религия это как алмаз, который лежит, и люди просто не знают, как к нему подойти. А Арне умел взять этот алмаз и с помощью сильной визуализации вытянуть нужную энергию и сделать из этого неограненного камня настоящий бриллиант и пользоваться им. Он умел тянуть энергию с любой религии. И говорил, чем более древний храм, тем ему сильнее хочется в нем побывать и взять эту энергетику. Арне разработал систему накопления энергии в местах силы. Он научился, побывав, например, в каком-нибудь очень сильном месте, натянуть энергии на полгода. Он мог набрать энергию, потом пользоваться ей довольно долго, делая всевозможные ситхи. И я всегда удивлялся, откуда же столько у тебя учитель энергии. Он говорит, да, мы же с тобой вот были 2 месяца назад там-то и там-то. И я взял энергию, а ты разве нет? Знаете, для меня вот это, я мог взять энергию на пару дней. Но на полгода запастись энергией, это было уже что-то. Ну вот есть такие люди, которые это умеют делать.
Мне нравилось, что Арне никогда не скрывал информацию. Да, поначалу, когда я только пришел, он не был уверен, что я с ним останусь. И я не был на него обижен, но я заплатил ему деньги за обучение. Но то, что он мне дал, это стоило больше всех денег, которые я мог ему вообще дать в этом мире. Поэтому, ну, мне кажется, он их скорее взял, знаете, как некую страховку того, что я не брошу, а дойду до конца. Потому что когда человеку дается все очень легко, он может не воспользоваться вот этой возможностью, может просто забросить и сказать: в следующий раз возьму про запасы и делать не буду. И меня как-то уже вот именно эта плата вынудила дойти до конца и изучить то, что я хотел. Ну, по крайней мере, то, что мне давали. Я бы хотел продолжить вот эту тему, немножко остановиться на ней. Да, вы сказали, что Арне как бы обучал вас и учеников вот тоже. Это было какое-то место, какой-то особый такой центр обучения? И сколько было человек, если не секрет, у Арне? У Арне было много учеников. Много учеников, некоторые уходили, некоторые приходили. Вот постоянных было 5 учеников, сильных, которые, ну как, мы же не были постоянно. То есть я, например, с того момента, когда я покинул мою родную неньку Украину, я долгое время жил в Швейцарии и просто наездами бывал у него, чему-то обучался, чего-то уже, скажем так, продвигался в обучениях. Иногда бывал по месяцу с ним, иногда дольше. Благо со швейцарским паспортом это сделать легко. Я думаю, у меня бы не получилось на тот момент делать себе такие визы с украинским паспортом или с российским паспортом. Это было бы крайне сложно. Поэтому я не был постоянно с ним. 5 учеников у него были такие, знаете, железные, но они изучали некоторые вещи, которые отличные от того, что знаю я. А так у него всегда приходили, знаете, многие такие вот, я их называл текучкой. Пришли, ушли, пришли, ушли. Они брали какие-то мелкие вещи, некоторые не осваивали, некоторые... Знаете, он мне говорил, что когда человек хочет освоить, он должен быть долго с учителем. Быстро, только кошки рожают. Все остальное делается долго. А когда человек, знаете, придет на 2 дня, расскажи мне это. Кстати, Арне не был жадным. Он довольно-таки делился информацией всей, которая у него была. И он всегда знал, что если она человеку не нужна, он ее просто забудет, отбросит. И всегда понимал, что чем меньше возьмешь, тем больше выучишь. Чем больше возьмешь, тем больше забудешь. Поэтому он никогда не жалел в этом плане. Получается, были люди, которые приходили, брали курсы и при этом не осваивали, правильно? Было много таких людей. И, кстати, он знал заранее, кто не освоит. Он всегда мне так пальцем, знаете, показывал, когда я был рядом. Говорит: так, пришел просто покрасоваться, что может себе это позволить. Не возьмет. Он, вы знаете, первое время он всегда просматривал энергетику, говорил: у тебя ничего не получится. Или там, например, ты пойди там потренируйся этому, через год приходи. Ну какой нормальный человек будет год, например, там тренировать раскрутку визуализации, чтобы у него там получилось, например, там видение какого-то предмета, и только через год прийти и сказать: учитель, я готов. То есть люди, которых он отправлял, у которых действительно не было веры, не было сил, они просто уходили и забывали это все дело. Это у него был такой фильтр. Поэтому я считаю, что это тоже правильно. Да, многие брали, многие не получалось. Некоторые с ним даже там пытались какие-то устраивать перепалки, что ты специально нас не обучал. Но у него всегда было, знаете, на этот случай пара учеников, которые могли ему что-то показать тому неумехе. Поэтому в этом плане у него тоже никогда проблем особых не было. Я понял, Эрнст, а как они находили вот эти вот все люди, я так понимаю, их было реально много, как они все-таки выходили на Арне? То есть, получается, в каких-то особых кругах он был достаточно известной личностью? Да, действительно, что через определенные клубы, через определенные закрытые общества на него выходили, ну то есть о нем знали, что вот есть такие, ну Арне же был не один, еще было довольно-таки много преподавателей на тот момент. Наверное, даже в Америке было порядка 6-7 преподавателей сильных. Я не имею в виду тех, кто, знаете, просто там чего-то обучал, а вот именно кто действительно был сильный. Но опять-таки мы должны понимать, что это уже в принципе конец жизни Арне. Что было до этого, как они там находили Данила, честно, я не знаю. Я с Арне познакомился, в принципе,
за 18 лет до его смерти. Поэтому тут я, к сожалению, вам не могу сказать, как вот его ранее находили. Но я думаю, что в принципе его находили скорее, вот знаете, вот именно из закрытых обществ. То есть была какая-то молва, что вот есть человек, который это делает, он частенько в них показывал, он частенько преподавал там чего-то мелкое, знаете. А я вам скажу так, Арне тоже, в принципе, был хорошим маркетологом, и он знал, как зацепить человека, показать ему немного. Когда человеку показываешь много, он как-то, знаете, перегорает. Когда человеку показать немножко, он цепляется. В определенный момент он уже не мог работать сильно в той организации, потому что с возрастом уже тяжело делать то, что от него требовали, и он уже все-таки более переходил вот именно на деятельность преподавателя. Но я никогда не упрекал его за это, потому что я прекрасно понимал, что такой талант прятать нельзя. И я всегда, он мне даже пару раз спрашивал, считаю ли я это неправильным, что вот он, например, берет людей, которые ничему не обучатся. Я говорю, конечно, это правильно, потому что не все, например, могут читать там на древнем иврите, но всем хочется подержать Тору в руках. Вот он подержал, ему кажется, что он прикоснулся к чему-то святому. А вот он открывает эту Тору и не знает вообще, с какой стороны там даже читать, например, все эти буквы. Поэтому, ну вот, это было мое мнение. Эрнст, а расскажите, вот как примерно проходило обучение? Я думаю, это интересно будет и слушателям в том числе, и тем, кто обучается у вас на курсе. То есть вы вот вставали утром, приходили в какое-то там здание, да, или там к нему, может быть, в дом, и потом там видели каких-то уже учеников, которые там уже были, и как вот это вот все разворачивалось на техническом уровне? У Арне было всегда пару ступеней учеников. Благо, я попал в высшую касту. И те, кто были действительно его преданные, он понимал, он читал энергетику, он видел, что человек хочет, он читал мысли, он знал, что никогда этот человек не воткнет ему нож в спину. Он боялся предательства, но он мог всегда определить мысли человека. Мы имели право жить в его доме. То есть самые-самые-самые имели право жить в его доме. За домом была огромная поляна. Первый час, это, знаете, все хотят спать. Я на самом деле, вот раньше я был более таким ленивым, и я любил долго поспать. В 5 утра колокольчик, огромный колокольчик. Окна у нас всегда были открыты в доме, колокольчик. Тадун, 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 просыпаемся. 5 минут на подъем. Но это еще было, кстати, очень-очень по-человечески в 5 минут. Как-то с горем пополам встали, все сели в позу лотоса, образовали круг, дотронулись кончиками пальцев друг до друга и начинаем создавать круг. То есть у нас было такое, понимаете, когда вот человек это делает офлайн, это совсем другое, нежели вот как-то сидят там кто-то по компьютеру. То есть первое задание, которое нам было, это вот создать круг, увидеть абсолютно всех участников, там, сколько там было, 5-6 человек, ну плюс учитель, которые взлетают в воздух. Именно медитация мысленно. То есть вы когда отрываетесь от земли, вы создаете свой эгрегор. Все, создали. Полчаса закончилось. Ну а далее упражнения. Эти упражнения, на самом деле Арне был такой, знаете, жесткий учитель. Он мог и по макушке, и мог, в принципе, и по затылку дать, если там что-то было не так. Вот если он действительно, ну так, любя, конечно, но тем не менее у него было такое, что вот он мог и накричать, если он видел, что человек действительно тупит, хотя он понимал, что есть потенциал. Но самое основное, что было, чего я не могу сейчас делать в полной мере, это была передача энергии. Вот если он видел, что не получалось, он садился напротив человека, поза лотоса, сначала секунд 30 он закрывал глаза. У меня было чувство, что он сам в этот момент парил над землей. Далее он подставлял руки, ему клали руки на его руки, он закрывал. И вот вы просто чувствовали огненную энергию, которая в вас переходила. Когда вот этот был переход энергии, все. После этого упражнение получалось в разы лучше. Но со временем я понял, что не все так просто. И та энергия, которую он нам отдавал, он ведь ее где-то черпал, получается, он тратил свою жизнь, он тратил свою жизненную энергию на нас. И возможно, если бы не вот это,
он мог бы прожить еще лет на 10 больше. Поэтому, ну, вот как-то так. Эрнест, у меня еще, наверное, несколько вопросов уже вот таких, да, ближе к концу финальных. Вот если в общих чертах рассказать об Арне как о личности уже в том, ну, в том жизненном отрезке, в котором вы его знали, какой он все-таки был человек? Я так понял, что он был строгий, да, он был такой достаточно дисциплинированный. А какой еще? Да, он действительно был, вот знаете, вот с невероятно крепким стержнем. Вот знаете, если взять стержень и обволочь его каким-то каучуком, вам кажется, что это мягкий, какой-то такой, знаете, мягкая штука, но согнуть ее было невозможно. Это человек, которого не сгибала никакая проблема, никакая беда. Он всегда оставался настолько спокойным, он всегда настолько оставался в холодном уме. Он всегда говорил, никогда не принимай решения на горячую голову. Горячая голова хуже всего. Я помню, были моменты, когда там чуть ли не земля из-под ног уходила, он всегда оставался довольно-таки спокойным духом. Он был очень уравновешенный, очень спокоен. Вот в жизни он никогда не кричал, кроме вот моментов обучения. В обучении, знаете, он кричал просто, чтобы немножечко нас смотивировать. А вот в жизни из-за каких-то там моментов, когда какие-то нервы на него нападали, нет, я никогда такого не помню. Вот за все время, что я с ним был, я ни разу не помню. И бывали такие, например, моменты в путешествиях, когда нам там чего-то не давали. И вот я возвращаюсь и говорю, нет, мы походу даже не будем спать в отеле. Нам говорят, вот оставайтесь в лобби, там каких-то номеров не было. Он говорит, ну что ж, в лобби так в лобби, я сейчас здесь калачиком свернусь, а ты будешь меня стеречь. Понимаете, вот такие вот вещи, которые нормальный человек, вот уже в возрасте, он бы уже начал бы, знаете, как-то бы психовать. А вот этот был настолько спокойный, настолько какой-то... Он понимал, что есть этот мир, а есть другие миры. И этот мир это всего лишь одна из ступеней, которую нам придется переступить и пойти дальше. И самый интересный тот факт, что Арне, он хотел, он знал свою дату смерти, и он ничего не делал, чтобы ее каким-то образом оттянуть. Вы знаете, у меня было такое впечатление, что вот он знал и предыдущие все свои жизни, и пару своих следующих жизней, потому что вот его уход из жизни мне чем-то, знаете, напомнил выход из автобуса. Вот автобус остановился, открыл дверь, он вышел, помахал рукой и пошел дальше своими делами заниматься. Он не умер, как будто он исчез, он просто перешел в следующую жизнь. И все, вот это был настолько человек, который знал абсолютно все, что было и что будет. Я, конечно, я безумно рад, что мне довелось жить в одну эпоху с этим человеком. Я рад, что я получил от него определенные знания. Да, не все, но то, что я получил, я еще не все переживал, еще не все освоил. Поэтому у меня еще есть много-много информации, которую мне придется еще осваивать, перерабатывать и, возможно, даже рассказывать другим людям. Потому что, как я понял, Арне был не против, чтобы я рассказывал то, что я получил от него. Эрнест, и, наверное, последний вопрос, завершающий такой, да, вот эту вот историю. А расскажите, вы сейчас продолжаете поддерживать какой-то контакт с Арне уже после его ухода или же нет? Данила, вы знаете, если я скажу да, наверное, многие сейчас просто отключат YouTube, подумают, посчитают меня каким-то дурачком, но я на самом деле общаюсь с Арне. Он научил меня общаться с умершими духами через астрал. Я задаю им вопросы в здравом уме, то есть в бодрствовании, и получаю ответ уже во время сна. Но во время не простого сна, именно во время сна я настраиваюсь на выход в астрал, и в астрале я получаю действительно, вот я вижу этого человека. И самый интересный тут, знаете, факт, когда мы видим покойника, он, как правило, либо моложе, либо остается на том уровне, которым он был. А Арне стареет. То есть я вижу его, но вот уже прошло, уже сколько уже прошло, 4 года, а он стареет. И вещи изнашиваются. То есть я помню, когда он умирал, у него была рубашка белая. Последний раз, когда я увидел, рубашка прямо чуть ли не серая. И я еще в шутку, знаете, так подумал,
Неужели там нет стиральных машин? То есть его жизнь продолжается. Он не остановился, это я четко знаю. И я знаю, что то, что я получаю от него, это не моя фантазия, не моя выдумка. Это на самом деле коммуникация с тем человеком, который продолжает жить. Единственное, что, Данила, я, наверное, сейчас немножечко раскрою карты, но Арне сказал, что появится через 200 лет. Но время относительное. Он появился уже. Понимаете? Ведь время, оно не одинаковое. Мы находимся здесь, а 200 лет находится на 200 лет дальше. И там он уже появился. Получается, он уже родился где-то на этой планете? Он уже родился, но не в наше время, а в будущем. Это сложно объяснить. Это сложно объяснить, но если мы примем вот именно время за материю, то перенесясь на 200 лет, он уже там есть. И общаясь с ним, у меня такое впечатление, что я уже общаюсь с живым человеком. То есть я представляю его так, я вижу его так, но вот у меня чувство, что он уже живой. Он уже живой, через 200 лет живет уже в своей жизни. Но опять-таки, мы оставляем определенные фантомы в астрале. И каждый наш переход усиливает этот фантом. И работая, разговаривая с Арне, я разговариваю с его фантомом, который разговаривает с ним. То есть его фантом стареет. А Арне, как я понимаю, уже его душа уже перешла в новое воплощение, но 200 лет дальше. Это сложно объяснить. Именно сама структура времени, она невероятно сложная. И вот однажды Арне потратил неделю, чтобы объяснить мне, как устроено время и почему мы можем посылать себе мысли, где эти мысли останавливаются, что такое скачок в прошлое, что такое скачок в будущее. Если интересно, мы можем сделать на эту тему короткий семинар, так чтобы у людей было примерное представление, как это вообще устроено четвертое измерение, потому что многие не совсем понимают, как это работает, почему вот человека вроде как нет, а он уже там родился, а еще время не настало. Это очень такая глубокая, знаете, тема, которую нужно долго прожевывать. Понял вас, Эрнст. И, наверное, тогда самые последние заключительные вопросы из разряда Блица, хотя в этот раз Блиц будет очень короткий. Были ли вы самым лучшим учеником Арне, на его взгляд, да, или же нет? Нет, на крайнем этапе его жизни, да, но у него были другие ученики довольно сильные до встречи со мной. И они сейчас очень хорошие мастера, я даже знаю двоих из них. Один живет где-то в Европе, второй живет, насколько я знаю, в Канаде. Но они очень сильные мастера. И, ну, правда, у них там немного другое направление ситхи, но они не этому хотели обучаться, у них немного другое. Но я не скажу, что я, наверное, был самый сильный, нет. Не буду врать. Я думаю, до меня были сильнее. Какого был роста Арне? Арне был порядка 1,80 м, но он был, знаете, широкоплечий человек, и он казался издали выше. Он казался, знаете, таким высоким человеком. А когда вы подходили к нему, то, в принципе, он был даже, может быть, чуть ниже вас, ну, то есть меня. Я понял. А у него были какие-то вот, опять же, да, любимые фильмы, книги, музыка, все то, что я спрашивал у вас на Блице? Или же он не очень как-то, да, имел отношение к миру, там, к культуре, которая разворачивается, вот такая именно массовая культура? Он любил классическую музыку, Вивальди была его любимая музыка. Моцарт, Бетховен, он не любил вот эти, знаете, современные. И когда у меня иногда звучало с наушника, он просто говорил: пожалуйста, останови, потому что это разрушает твою нервную систему. У него была одна вредная привычка, он любил курить. Но он курил трубку. Но своим ученикам он запрещал курить, потому что у него-то это было врожденное, а мы должны были накапливать энергию. Ну, хотя тоже и у меня было кое-что врожденное, и у других, но у нас не было настолько сильно. То есть он мог себе, в принципе, позволить в молодости, не буду говорить в старости, он уже в старости это не делал, но вот в молодости он иногда курил, и иногда он мог позволить себе бокал вина.
Но потом он, соответственно, тоже, знаете, потому что он понимал, что если он будет это демонстрировать на людях, то и его ученики подумают, что это можно делать. Поэтому он перестал этим заниматься. Но у него была эта вредная привычка, когда вот было очень невыносимо, он мог закурить трубку. Ну и, наверное, расскажите, когда умер Арне, какой это был год, и вообще, вот когда он ушел, вы почувствовали что-то, какой-то, не знаю, новый период, новый этап в своей жизни, или же это было какое-то такое вот естественное продолжение? Это было, знаете, это было, я абсолютно не почувствовал потери человека. То есть у меня такое впечатление, что его энергия осталась со мной. Покинул нас в январе 2017 года, но он знал эту дату. И когда мы предлагали ему, что там нужна была огромная сумма на пересадку сердца. Он сказал: ребята, вы что, вы хотите помешать моему плану? Я был готов взять огромный кредит в Швейцарии, и другие ребята из этих сильных учеников были готовы взять там до $500 000 каждый. То есть мы, в принципе, так поговорили, что мы можем взять порядка там 2,5–3 миллионов долларов кредит и сделать эту операцию. А он, знаете, так посмотрел на нас и говорит: ребята, вы что, сдурели, вы хотите моему плану помешать? И все, после этого разговора больше таких не было. Мы поняли, что у него это было заранее все спланировано. Он знал, он четко знал, когда он уйдет, потому что уходить нужно было на определенные даты. Он всегда рассказывал, что если вы уходите в определенную дату, ваш поезд идет намного быстрее, чем если вы уходите в медленную дату. То есть, ну не знаю, это информация для Ютуба или нет, но вот душа после смерти, она может оставаться на очень долгое время в таком предбаннике до следующего воплощения. И хотя мы сейчас говорим о том, что вот он уже получился там, где-то 200 лет спустя, но он мог бы оставаться довольно долгое время. И вот чтобы этого не было, чтобы душа, скажем так, не захеревала, она должна сразу же перейти. Вот для этого нужно уходить в определенные дни, когда идет, скажем так, такой экспресс по реинкарнации. Он знал эти даты. И вот когда он сказал: ребята, вы что, плану ему хотите помешать? Все, у нас на этом разговор закончился. Мы поняли, что лучше туда не лезть, что его план более четкий. И он знает, что он делает, и он знает, что он говорит. И для нас уже, знаете, не было это какой-то трагедии, не было какой-то потери. Да, тяжело, всегда тяжело, это, знаете, и слезы иногда наворачиваются на глаза. Но когда человек понимает, что это все заранее спланировано, и что это была его задумка, мы это приняли очень, так знаете, достойно. Эрнст, у меня, конечно, еще масса вопросов, но я понимаю, что невозможно, да, в короткое интервью, в короткую встречу выложить всю жизнь человека, особенно такую многогранную жизнь такого настолько глубокого человека. Поэтому я думаю, в принципе, на этом мы на сегодня остановимся. Эрнст, я благодарю вас искренне за то, что вы все-таки решились, да, и рассказали, и передали вот эту частичку этого опыта. Это абсолютно волшебный опыт. Благодарю вас, что вы пришли сюда, что вы отвечали на мои вопросы. И как бы, мне кажется, это получилась очень мощная, очень классная, очень глубокая встреча. Данила, я благодарю вас за вопросы, за то, что вы, скажем так, открываете миру немножечко глаза, потому что сам бы я, наверное, не дошел до того, чтобы я начал рассказывать людям. То есть интервью, знаете, оно идет как-то легче, чем если бы я просто написал это все на бумажке и начал бы читать. Мне было бы сложно, я, наверное, бы прекратил. Я надеюсь, что я все правильно помнил, что я ответил абсолютно точно, как вот помню, ничего не приврав. И надеюсь, что все даты были тоже верны. Но если кто-то знает что-то больше, пожалуйста, пишите в комментариях. Но я думаю, что никто из присутствующих на нашем YouTube-канале не знал учителя так, как знал его я. Поэтому, друзья, если вам интересна жизнь Арне, смотрите, наслаждайтесь этим видео, потому что здесь действительно очень много энергетики. Я уверен, что если вы будете визуализировать эти моменты, про которые я говорю, вы почувствуете эту энергию. Друзья, благодарю, что были с нами. Нам очень приятно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. У нас еще будет очень много нового, интересного, разнообразного. Поэтому оставайтесь с нами.